Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова очень интересный гость на нашем канале. Ее зовут Актоте Асанова, и ей 18 лет, и она говорит уже на 10 языках мира. Очень интересная молодая девушка, с ней мы познакомились, когда ей было 17 лет, и тогда она знала всего 6 языков. И буквально за 1 год она смогла освоить в совершенстве 4 языка. Ну а теперь мотивирует других, чтобы они тоже занимались изучением различных языков. Мы с ней поговорили о том, какие же способы, какой же секрет она использует для того, чтобы быстро учить языки. Для меня это очень актуально, как человека, изучающего казахский язык. Ну и, конечно, я задал ей вопрос, какой же язык она считает самым богатым языком на планете. В общем, друзья, беседа получилась очень интересной, располагайтесь поудобнее. Поддержите наш выпуск комментарием и лайком, и я желаю вам приятного просмотра. Актоте, қалайсыз? بخير شكرا مرحبا كيف حالك؟ Вау! Мы с вами познакомились, вам было 17 лет, вы говорили на 6 языках, сейчас вам 18 лет, и вы говорите на 10 языках. Можете сделать для наших зрителей небольшой такой, показать ваше умение? Да, конечно. Всем привет, меня зовут Актоте, және мен Қазақстандағы ең жас полиглотпын. I can speak 10 languages fluently. Ben bu 10 dili sadece 4 yıl içinde öğrendim. Tabii ki de herkes şaşırıyor. Yani ne kadar dili sadece 4 yıl içinde öğrenmek imkansız değil. Mais je pense que toutes les choses possibles si je veux le faire. Por eso creo que puedes hacer todo que lo quieras hacer. Lo más importante es creer en tú mismo y hacer todo posible para hacer tu sueño en la realidad. Фантастика. Я очень быстро поменяла языки. Это супер вообще, круто. Для меня вообще удивительно. Я услышал испанский, французский, турецкий, английский. Да, русский, казахский. Я не считаю языки, они сами выходят, просто быстро трансформируются. Вообще, это фантастика. А можете рассказать о себе? Откуда вы? Кто ваши родители? Я из города Жаркент. Друзья, я часто летаю, и для поиска билетов я всегда использую сервис по поиску дешевых авиабилетов Aviasales KZ. Город находится рядом с Алматы. Я там родилась, выросла. Мои родители, они прекрасные люди. Мама, папа, которые меня прекрасно воспитали. Мама работает в университете Казну, директором департамента. Собственно, и от нее, наверное, пошел вот этот вот навык. Она, конечно, не говорит на многих языках, но она прекрасный филолог, доктор наук, поэтому, естественно, наверное, как-то передалось что-то от нее. Это, конечно, фантастика. А когда у вас появилась вот эта тяга к изучению языков? Появилась, наверное, когда мне было около 13-14 лет в подростковом периоде. А первый язык какой вы учили? Самый первый — это русский. Вы, значит, учились с детства и говорили на казахском, потом решили освоить русский язык? Да. Я росла в очень традиционной казахской семье. У нас почти все говорят на казахском. И я помню, когда только перевелась в городскую школу в Алматы, мне было очень стыдно за счет того, что многие мои одноклассники говорили на русском. Это было на самом деле очень красиво, трендово, а я не говорила. И помню, мне даже учительница русского языка когда-то сказала: «Асанова, да когда ты начнешь без акцента говорить?» И с того момента я начала читать много книг на русском. И это вам дало, получается, мотивацию? Да, конечно. А второй язык? А второй — это уже английский. Английский легко было или сложно? Смотрите, английский, он мировой язык. В тот момент, конечно же, тенденция, она была невысокая. Мало людей намного изучали его в то время по сравнению с нынешними трендами. Конечно, было сложно, потому что язык абсолютно чужой. Я никогда не была за границей, я никогда не слышала этот язык. Для меня не было, знаете, такой нужды его изучать, не было практики, знакомых, друзей. Но так сложилось, что желание, мотивация у меня была бешеная, и это я ставила превыше всего. И, конечно же, несмотря на какие-либо сложности, я постаралась его выучить. Это круто, конечно. Но говорят, кстати, что английский — это один из таких простых языков для изучения, что там, буквально как формулы простейшие в математике. 2 × 2 = 4 заучил, и потом просто словарный запас набираешь. А какой язык из тех, которые вы знаете, на ваш взгляд, самый
богатый, самый такой, где больше всего каких-то слов? Ну, я ответ знаю. Просто хотелось, чтобы вы тоже сказали. Это, конечно же, казахский. Да. Так как я сама казашка, я патриот нашей страны, я безумно люблю свою страну и горжусь, и буду всегда гордиться, то, что я казашка. И, конечно же, наш язык, он невероятно красивый, невероятно богатый. И знаете, сколько бы языков я ни знала, я всегда чувствую, что казахский язык, он самый красивый, он самый такой приятный, и мне всегда хочется на нем говорить. А я знаю, что вы знаете более 150 стихотворений Абая на казахском языке. Да, когда мне было вот 13-14 лет, до того, как я начала изучать языки и занималась выразительным чтением, я участвовала во всех таких дебатах, ораторским искусством занималась, и это, наверное, тоже в свое время как-то помогло, потому что сейчас мне многие говорят, а вот у тебя такая дикция, а ты работала над этим? На самом деле нет, я не работала никогда над своей дикцией, вообще скорочтением тоже не занималась, но как-то так получилось, то, что я просто очень, так скажем, любила читать стихотворения, потому что когда вот читаешь стихотворение, мне казалось, что я описываю состояние своей души, я сопереживала, я чувствовала все эмоции, которые испытывал автор. И как бы со временем, когда человек проникает во все это, он начинает как бы приобретать такие вот навыки. Да. А какой, вот вы уже знаете и говорите на 10 языках. Я знаю, что у вас большие планы, что вы хотите изучить 30 или 50, по-моему, да, языков, чтобы понимать всех людей на планете. Какие вот следующие, какие сейчас языки учите? На самом деле я уже говорю на всех мировых языках. Да? Да, если так смотреть, осталось только выучить итальянский и, наверное, японский, потому что все остальные языки я знаю, понимаю почти, что весь мир. Конечно, хотелось бы выучить еще больше языков, если у меня будет время, энергия, сил. Конечно, я бы хотела знать 30 и даже все языки мира, почему бы нет. Но у меня есть намного больше планы. А самое первое – это открыть свою школу в Казахстане. Я везде об этом говорю, уже во скольких местах интервью. У меня есть такая прекрасная мечта, большая цель – это открыть школу для наших граждан, для казахов, для русских, всех людей, которые живут в Казахстане, чтобы они оставались всегда мотивированными, но в то же время любили это дело, изучали языки и занимались тем делом, которым им нравится, которое люди восхищаются мной и хотят повторить то же самое, что и я. Да. Ну, если вы откроете школу, я думаю, что к вам много людей запишется, потому что вы же своим примером можете показать, что нет ничего невозможного. Например, я вот сейчас изучаю казахский язык, вот уже год почти я в Казахстане, но все равно я чувствую, что, конечно, прогресс есть, я начал чуть-чуть понимать, какие-то слова знаю, но я все равно понимаю, что мне до того, чтобы думать хотя бы на казахском, мне еще очень много времени нужно. А у вас все так легко, быстро получается. Подскажите, как вы это делаете? Что за какой-то секретный, может, метод есть? Может, вы вечером читаете перед сном или записываете, или просто, я не знаю, вот Илон Маск придумал же чип вживлять, и ты там 2 кнопки нажал, и ты уже знаешь какой-то язык. Расскажите свой секрет. На самом деле этот вопрос мне постоянно задают, но такого секрета нет. Конечно, хотелось бы обрадовать, сказать, что есть такой секрет, вот он существует, да, вот это надо сделать, и так получится. Но такого нет. Я очень трудолюбивая, я не то чтобы восхваляю себя. Дело в том, что я очень много трудилась. Когда я говорю то, что вот 4 года я выучила 10 языков, мне самое первое, что говорят люди, самое первое: ой, так быстро? Возможно, для кого-то 4 года – это просто 4 года, но для меня это целых 1200 дней моей жизни, которые я посвятила только изучению языков. Я в свое время помню то, что вот отказалась от всех социальных сетей, от гаджетов и всего-всего. Я изолировалась от этого мира для того, чтобы посвятить себя любимому делу и, в конце концов, конечно же, достигнуть своей цели. И для этого я очень много старалась. Я до сих пор помню, моя мама всем рассказывает, когда ночь наступала, я сидела, занималась, и у меня глаза такие красные становились. Я помню, столько капли брала, капала в глаза, чтобы глаза открывались, я снова читала. Это, наверное, и как бы неправильно, то, что со стороны, если так смотреть, здоровье, да, но
я любила это дело. Мне просто это было важно доказать себе, что я это могу сделать. Иногда, когда мы хотим чего-то достигнуть, мы должны сначала спросить себя, чем мы готовы ради этого пожертвовать, для того, чтобы увидеть шикарный результат. Я была пожертвовать всем готова, просто готова была пожертвовать здоровьем, своими нервами, всем-всем, потому что я видела конечный результат. Я очень такой жесткий футурист. Я либо вижу будущее и к нему иду, да, либо вообще, если я этого не вижу, то я ничего для этого не делаю. Вот, поэтому у меня была конкретная цель. Я знала, что я когда-то буду говорить на многих языках, что я буду мотивировать людей, что это дело будет приносить мне удовольствие, а также хороший заработок стабильный, да, что это будет приносить мне такую радость, счастье, что я буду дарить людям счастье. Вот. И это, наверное, и есть секрет. Да, это звучит банально, мотивация, стремление, желание, но в этом и заключается вся суть. Человек должен любить то дело, чем он занимается. Это не то, что там, допустим, каждый день читать и так далее. Нет, дело не в этом. Когда, допустим, любой ученик, который изучает иностранный язык, он начинает изучать язык, он не должен просто так, то, что я должна, вот в день 10 минут я все закрою. Нет. Когда вот ученик проникает в процесс, книга даже становится интереснее, ее можно читать днями, часами, месяцами и так далее. То же самое, что и с языками, да. У меня вот, когда я преподаю у учеников, самая распространенная ошибка, они думают, все, месяц отучилась, месяц отдыхаю. Но такого нет. Мы же не можем так делать. Если мы начали какое-то хобби, мы должны до конца его доводить, правильно? Если мы 1 месяц это делаем и месяц не делаем, то, естественно, навык теряется, и потом это забывается со временем. Поэтому я думаю, самое первое, это когда вообще изучают любой язык, это регулярность, это мотивация и стремление, и, так скажем, сила уметь пожертвовать собой ради этого. В общем, все равно придется... Конечно, все равно придется хорошенько работать, да. попахать, да? Да. Да. Ну и вот вы правильно говорите про мотивацию, то, что на самом деле любое дело, которое ты начинаешь, если ты не будешь иметь внутри себя желание, то это будет, ты будешь мучиться, а потом и бросишь все. Да, это круто. Слушайте, вы так мудро рассуждаете, так рассказываете, интересно. У вас наверняка есть учитель или кто-то, кто вас, кто вам дал такие вот навыки, потому что молодежь современная, она не все знают то, что знаете вы. Мой самый лучший учитель — это книги. Я много читаю. Когда читаешь, ты не только проникаешь в историю автора в качестве слушателя, да, или читателя, также анализируешь все, что происходит в этой книге, думаешь, а что бы я поступила на месте, так скажем, главного героя, что бы я сделала, а почему это так, почему это неправильно, почему он так не подумал и так далее. И, конечно же, моя мама. Самое первое — это книги, потому что я очень много читаю, и мама. Мама всегда делится с тем, что знает, она всегда рассказывает, она всегда помогает. И я, конечно же, ее слушаю и набираюсь вот такого навыка. Маме вашей отдельный салем, коп-коп рахмет, это потому что, это действительно фантастика. Я лично не знаю еще людей, которые вот могут в 17 лет взять, все отменить и учить каждый день языки. Я бы сам ни за что бы на такое не согласился. Ну, хотя сейчас, если вернуться в прошлое, я бы, конечно, сказал себе: «Эй, Иван, ты что там балуешься? Ну-ка давай садись, учись». Потому что когда молодой, не всегда понимаешь, что в будущем тебе пригодится, а что нет. Поэтому это, конечно, фантастика. А дальше какие у вас планы? Что вы хотите вот вообще? Кем вы хотите стать? Как вы видите свое будущее через 5-10 лет? Лучше спросить мечта. Я очень хочу, чтобы наша молодежь стала намного сильнее, и, знаете, чтобы мы вывезли наш казахский язык на мировую арену. Это моя самая главная цель. Я говорю на многих языках, я говорю на русском, я говорю на английском, да, но это не значит, что я забываю казахский. Казахский, он всегда в сердце, он всегда был здесь, он всегда будет, и как патриот своей страны я обязуюсь и буду показать всему миру то, что существует такой прекрасный язык, что существует такая прекрасная страна,
страна. Очень жалко то, что мало людей слышали, знают о нашей стране. Очень хотелось бы, чтобы у нас развился туризм, чтобы когда люди слышали о Казахстане, у всех был восторг, чтобы все восхищались, думали, невероятно красивая страна с богатой культурой, с талантливой молодежью, да, чтобы наша молодежь, она отличалась. А сейчас, конечно же, идет такая вот тенденция на молодежь, именно они смотрят вот всякие социальные сети, ТикТок, Инстаграм и так далее. Это занимает огромное время. Да, это классно, это расслабляет, это трендово, но это вредно. Это вредно для нашей молодежи. Я хочу, чтобы мы наконец-то умели различать, да, даже сама молодежь, даже ребенок, которому 14 лет, он должен знать, что для него хорошо, а что для него плохо. И для этого я хочу, чтобы родители, знаете, чтобы их не ругали, не заставляли. И как моя мама, чтобы родители поддерживали и именно окружали их такой средой, которая бы их мотивировала. Я хочу создать для нашей молодежи вот такую среду, я хочу быть близкой к народу, да, к нашей молодежи, когда ко мне на улице подходят, они говорят, дайте нам один совет. И я помню, вообще в принципе, да, я говорю людям какую-то там одну фразу, да, и через несколько лет они мне пишут в Инстаграме. Ваша фраза, она поменяла мою жизнь. Я сдала IELTS, я полетела за границу, я заработала столько денег. И такие отзывы, они меня нереально мотивируют. Я хочу что-то сделать в истории, понимаете? Я не хочу добиться чего-то материального. Нет, для меня слава богу, да, я сейчас зарабатываю в таком юном возрасте. У меня уже есть все, о чем я когда-либо мечтала. Я не гонюсь за славой, за деньгами. Самое главное, я хочу остаться в истории, чтобы через 10 лет, через 20, даже после моей смерти люди вспоминали меня и говорили, эта женщина с большой буквы, и она поменяла что-то в нашей молодежи, да. Есть очень такие влиятельные женщины по всему миру, я постоянно о них читаю и восхищаюсь. Хочу что-то поменять, это моя самая главная цель — остаться в истории. Кто из этих женщин вас вдохновляет? А самое главное — это, наверное, Шайхамоза. Она меня очень вдохновляет, ее стиль, ее вообще образ жизни, то, какие права она защищала женщин, да, то, что она привила любовь к учебе среди женщин и так далее. Таких женщин очень много по всему миру, я очень часто читаю про них, про их опыт и вдохновляюсь. Даже в Казахстане их очень много. Я, конечно, что из Казахстана вас дает мотивацию, вдохновение? Из Казахстана из сильных женщин это Баян Алагузова. Да, это женщина с большой буквой, она меня очень сильно мотивирует. Я, смотря на нее, всегда думала, это идеал женского, так скажем, образа. Она очень мудрая, она очень мудро рассуждает. Даже то, как она дает интервью, да, если вслушаться в ее слова, она предоставила полную свободу своим детям. Но при этом ее дети, да, очень умные и талантливые девушки. И если смотреть вообще, да, родители не должны давить на детей. Она это прекрасно понимает. И то же самое, что и моя мама. Они прекрасно любят детей и поддерживают их во всех начинаниях. И в этом создается талант. Ее дочка тоже, да, занимается кондитерством. Она нереально талантливая, видите? Поэтому, конечно же, хотелось бы показать вообще всем, и родителям, и детям, и молодежи, то, что все может быть иначе. Да, и то, что современная молодежь, она изменилась. Да. Не обязательно стоять рядом с палкой. Да, конечно. Чтобы ребенок учился и находил свою цель в жизни. Конечно. Это, конечно, круто. А из джигитов никто вас не вдохновляет? Пока нет. Ну ладно. Понятно, парни, нам нужно еще хорошенько как следует поработать. Потому что девушки пока нас обгоняют. 10 языков, это, конечно, даже больше вы сказали, все языки мира. Да. Хочу еще у вас спросить такой момент. Сейчас мы много рассказываем про успехи Казахстана на мировой арене, и сейчас молодежь, она сильно отличается от, например, моего поколения или еще старшего поколения, потому что, как-то мы не могли сразу определиться и найти какую-то там свою цель в жизни. В чем секрет сегодняшнего феномена
казахской молодежи в самых разных областях делают, которые успехи, и робототехника, и там математика. И вот недавно программист тоже там выиграл Олимпиаду, выиграл чемпионат мира, и спортсмены тоже. И все вот так вот куда-то стремятся. И вы еще говорите, что над ними не стоят рядом кто-то с палкой. В чем секрет? Откуда берется вот эта талантливая молодежь? Вот вы мне расскажите на своем примере. Ну, сейчас, как я уже говорила, молодежь Казахстана, она другая, она абсолютно отличительная. Нужно даже, знаете, чуть-чуть огня поддобавить, да, дать вообще больше мотивации той и другой молодежи, и Казахстан выйдет на мировую арену. Почему, да, вот почему сейчас наша молодежь такая? Есть очень даже хорошая сторона социальных сетей. Вот Инстаграм и так далее, да, конечно, вредны, но есть и хорошая сторона. Почему? Потому что молодежь, когда смотрит на талантливых людей, на успешных людей, таких как я, там, шахматисток, спортсменов и так далее, они, конечно же, берут мотивацию. У них, как у нас говорят, қазақта намыс бар. Қазақта намыс кәдімгідей бізде кеудемізде намыс бар. Получается, у нас есть, как это на русском говорят, намыс. Желание. Да, желание, стремление, да. И оно нам не дает покоя. Вот реально, да. Рух, да? Да, рухымыз мықты. Просыпается? Да, конечно, он просыпается, потому что мы казахи, мы не простой народ, мы казахи, и я верю, что каждый казах, у которого вот течет казахская кровь, в любом случае стремителен, в любом случае. И сейчас мы уже прорываемся в мировую арену, у нас невероятно крутые, талантливые люди, и я этим горжусь. Это только потому, что мы казахи, это раз. А во-вторых, конечно же, это влияние социальных сетей. Когда ты видишь все-таки, что другие люди, они стремятся, они зарабатывают, они добиваются каких-то целей, достигают каких-то высот, конечно же, появляются там мысли, да, почему не я? Я тоже так хочу. А наше самое главное отличие с Европой или то же самое Америкой, это то, что у молодежи есть желание. В Америке, если молодежь, да, увидит то, что у кого там классный успех, они просто погордятся, вау, классно, похлопают, но об этом забудут. Как бы у них это нормально. А у нас нет. Если мы видим то, что другой человек добился всего, там чего-то, да, еще у нас есть такая хорошая фраза «жұрттың баласы». Это, видите, уже наша культура, семейная культура, наши семейные ценности. Наши родители хотят, чтобы мы добивались чего-то, они все равно подстраивают нас, да, они нам дают мотивацию, говорят, смотри, какой ребенок у них. И, естественно, это все влияет, видите, наша культура, менталитет, желание и наша кровь. Это все влияет. Я вам, кстати, даже больше скажу. Вот у меня дочка пошла в 1 класс казахский в сентябре. Сейчас они, к сожалению, там должны были уехать в Петербург, но она там, отучившись через 3 месяца, ко мне подходит и говорит: папа, я хочу стать чемпионкой мира. А до этого у нее этого не было. То есть она в обществе находилась, у нее казахский класс, там все казахи, и вот она в их обществе пропиталась духом и говорит: я хочу быть чемпионкой мира. Я говорю: а какой этот вид спорта? Она говорит: карате. Я говорю: нет, не надо карате, там же ногами по голове бьют, давай что-нибудь другое. Она говорит: хорошо, тогда бокс. В общем, то есть это получается даже я сам, я вот слежу за успехами Казахстана, вот уже с 2022 года мы запустили Инстаграм, до этого следили на Ютубе, и я сам чувствую, что тоже во мне это просыпается. То есть казахский дух, он заразный. Да. В хорошем смысле этого слова. Поэтому нам нужно, получается, делать больше репортажей, и тогда вообще в целом, да, вся молодежь, все люди на нашей планете, они постепенно пойдут вверх. Да, нужно показывать то, что у нас есть такие люди. И вот я смотрю ваш блог, да, он очень интересный, он такой позитивный, он мне очень нравится. Почему? Потому что даже смотря ваши ролики, каждый человек, он мотивируется.
там у вас столько достижений, вы рассказываете, и вы делаете прекрасный, огромный вклад в развитие Казахстана. За это вам отдельный респект. Реально, мы вас очень сильно ценим, уважаем, потому что есть такой человек, который показывает всему миру, да, что есть такая страна, что есть такие талантливые люди. Вы Спасибо. делаете огромный вклад. Это прям вправду, я говорю, от чистого сердца. Я благодарна каждому человеку, который делает вклад в развитие Казахстана. Мы должны показывать, мы должны рассказывать. Это наша обязанность. Да, круто вы так говорите. Ну, не про нас нормально, Рахмет, а про то, что вот каждый может сделать какой-то свой вклад на своем уровне. Это действительно дает мотивацию. Хочу в завершении попросить вас тоже дать мотивацию всем нашим зрителям. Кто-то посмотрит. У нас есть и молодежь, которая будет смотреть, и есть родители, которые потом придут и мотивацию добавят детям. Поэтому обратитесь к нашим зрителям, пожелайте им успехов, и что им нужно сделать, чтобы тоже вот стремительно нестись вперед. Есть моя самая любимая цитата на китайском. Гласит: «Хуа ю чон кай рэ, рэн ву цай чай nian». Цветы могут зацвести снова, но у человека никогда не будет возможности вернуть свою молодость. Это значит, человек никогда не может вернуться в начало или же в то время, которое он хочет вернуть. Поэтому мы должны ценить то, что у нас есть. И прямо сейчас вы должны встать со своего места и начинать делать то, что вы реально хотите делать. И задайте себе вопрос, на что вы готовы ради того, чтобы добиться своей цели. Если вы видите свою цель, у вас есть конкретное желание, мотивация, стремление, то, думаю, ничего не станет на вашем пути, и вы обязательно добьетесь своей цели. И запомните, каждый человек способен на все. Не только я, но и вы можете за 4 года выучить 10, 12, 15, даже 20 языков. Все зависит от вас и от вашего желания. Желаю всем успехов и всего самого наилучшего. Супер, все, я пошел. Вы меня прям зарядили, да. Наверное, наших зрителей тоже. Добавлю тоже цитату Абая, который сказал, что пустая молодость – беда. Поэтому ваши слова сегодня на вес золота. Алга, Казахстан! Алга, Казахстан!